Если в тебя летят пули, то спастись можно только одним способом – уклониться. Однако у героев данной подборки есть еще вариант, ведь они способны останавливать снаряды с помощью суперсилы. Именно этому посвящен данный ролик. Здесь мы вспомним лучшие из сцен, где персонажи останавливают снаряды. А потому усаживайтесь поудобнее и приготовьтесь к эпику. Открывает нашу подборку фильм, который вы наверняка ожидали здесь увидеть – «Матрица». В этой истории весь мир, в котором живут люди, оказался не настоящим. Это симуляция, созданная машинами. Находясь в ней, Нео способен, подобно игрокам с читами, творить удивительные вещи. Например, останавливать пули на лету, чем он нас сейчас и впечатлит. Кроме того, не могу обойти стороной подобную сцену из сиквела фильма. А вот персонаж из следующего фильма в списке способен останавливать пули прямо своим телом, как, впрочем, любой из нас. Только его тело, в отличие от наших, ни капельки не пострадает. Дело в том, что Супермен полностью неуязвим, кроме криптонита его ничто не берет. Но, похоже, грабитель банка из «Возвращения Супермена» об этом не знал. Когда Кларк прилетел защищать полицейских, преступник потратил на него всю обойму. К тому же Супермен способен решать проблемы с пулями с помощью лазерного зрения. Так я плавно перехожу к сериалу «Тайны Смолвиля», где он спас друзей от обстрела. Не отходя от проектов CW, вспомним сериал о самом быстром человеке на Земле. Хоть Флэш не обладает неуязвимостью, как Супермен, его тоже довольно проблематично одолеть. Сколько бы пуль в него не выпустили, он все равно успеет их перехватить, за что спасибо суперскорости. Вот отличная демонстрация его мощи, сцена тренировки. Барри должен был, мчась навстречу к стреле, поймать ее. И, конечно же, он с легкостью с этим справился. Особенно эпично среди всех моментов с Флэшем смотрится этот. В нем Джо встретил доктора Уэллса и, ошибочно приняв его за другого, несколько раз спустил курок. Но хорошо, рядом был Барри. Из этого же сериала достойна внимания сцена с другим спидстером, Зумом, главным злодеем второго сезона. С потрепанным Флэшем в руке он забежал в полицейский участок, чтобы попугать стражей порядка. Тогда более 10 полицейских открыли огонь, надеясь покончить с плохишом. Но, несмотря на это, Зум остался в живых. Остаемся на территории CW, но переходим в другой сериал – Супергерл. Встречайте, еще один шустряк – Кид Флэш, который тоже знает, как красиво подать сцену с остановкой пуль. Дальше по списку второй фильм о фантастической четверке. А если конкретнее, то сцена, где серебряный серфер остановил ракету с помощью своей необычной доски. Чудо-женщина же защищается от снарядов не доской, а своими неразрушимыми наручами. Вдобавок, в этом ей помогает сверхчеловеческая скорость. Больше всего мне нравится сцена из Лиги Справедливости Зака Снайдера. В ней перед Амазонкой стояла задача спасти заложников, которых собрались расстрелять. И, к счастью, она справилась с этим на все 100%.
Но наручи не единственное, что служит ей защитой. Есть еще лассо, ради момента с которым перемещаемся в сиквел про эту героиню. Также эффектно смотрятся сцены с Дэдпулом, который защищается катанами от пуль. Но если бы не сверхчеловеческие рефлексы, это было бы невозможно. Он бы не смог провернуть то, что провернул в фильме «Люди Икс. Начало Росомаха». Это я про эпизод, где, оказавшись в комнате полной врагов, он мастерски отразил все выстрелы. Определенно, это один из лучших, если не самый лучший момент в этой подборке. Согласны с этим? А помните забавную отсылку на этот момент? Отсылку из второго Дэдпула, где он точно таким же образом защищался от Кейбла и неплохо с этим справлялся. Неплохо, если перед ним стояла цель повредиться от пуль. Не будь у него мощной способности к регенерации, он бы точно погиб. Не уходя от франшизы про мутантов, вспомним Магнета, который может управлять металлом на расстоянии. В фильме «Люди Икс. Первый класс» эта способность пришлась как раз кстати, когда в его сторону направлялись множество снарядов. А напоследок у нас Bloodshot. Пусть это далеко не лучший супергеройский блокбастер, нужная нам сцена смотрится просто потрясающе. Но прежде чем к ней перейти, пару слов о сюжете. Главный герой Bloodshot был модифицирован введением нанитов, микроскопических роботов, которые полностью заменяют ему кровь. Благодаря им он способен на невероятные вещи, в том числе нейтрализовывать гранаты на лету. Сцена с гранатометом не даст соврать. Такие вот дела. А какой подобный момент в кино нравится вам больше всего? Пишите в комментариях. На этом все. До скорого.